Легенды космоса. Созвездие северного полушария. Дракон, жираф, рысь и малый лев. Сегодня объектами нашего исследования окажутся созвездия, животные. Сначала попробуем найти их на ночном небе. Легче всего отыскать созвездие дракона. Его хвост располагается между Большой и Малой Медведицей. Затем тело дракона поворачивается в сторону созвездия Цефей, а потом резко изгибается почти на 180 градусов, заканчиваясь своеобразной головой. Данное созвездие поздним вечером можно увидеть в средних широтах России в любое время года, но лучше всего наблюдать его с апреля по ноябрь. А если через основание хвоста дракона и полярную звезду мысленно провести линию, то она укажет на следующее созвездие, жираф. Оно находится рядом с Кассиопеей и Персеем. Жираф также может быть хорошо виден в любое время года, но все-таки выше над горизонтом он находится с августа по май. Продолжим поиск созвездий, и следующая цель – это созвездие рыси. Проведем прямую линию через Кассиопею и жирафа, которая и укажет на созвездие. Оно находится словно позади хвоста Большой Медведицы. А под ее лапами и рядом с рысью располагается Малый Лев. Кстати, недалеко поместился его старший брат, созвездие Льва. Оптимальное время для наблюдения этих созвездий с января по июнь. Теперь посмотрите, как меняется расположение созвездий в зависимости от времени наблюдения. Вот так выглядит северная и северо-западная часть ночного неба поздним вечером 21 марта, 22 июня, 23 сентября и 22 декабря. А сейчас сами попробуйте отыскать эти созвездия. Теперь рассмотрим каждое созвездие более подробно. Изучим созвездие Дракон. Ярчайшая звезда – это Амин, что в переводе с арабского означает «великий змей». А рядом с ней располагается еще одна заметная звезда Растабан – голова змея. В созвездии находится немало интересных объектов. Один из них поместился между телом и шеей дракона. Это планетарная туманность Кошачий глаз. Она появилась при сбросе оболочки горячей звезды, что произошло около 1000 лет назад. Возле основания хвоста дракона находится галактика М102 Веретено, повернутая к нам боком. Объект примечателен благодаря четко заметному расширенному пылевому диску. Еще одна туманность из-за своей необычной формы носит название головастик. Она представлена спиральной галактикой, вещество которое с газом, пылью и звездами было частично украдено ее соседкой. В результате образовался хвост длиной почти 300 000 световых лет. А рядом с головастиком разбросано большое число далеких галактик. Потрясающее зрелище! О драконе существует несколько легенд. Согласно наиболее известной из них, это был Ладон, которому поручили стеречь золотые яблоки в садах Гесперид. Золотая яблоня досталась Гере в подарок, когда она вышла замуж за Зевса. Гера посадила дерево на горе Атлас и поручила Гесперидам, дочерям Атласа, беречь его. Также Гера отправила туда охранять яблоню стоглавого дракона Ладона. В то время Геракл должен был совершить свои знаменитые 12 подвигов, и добыть волшебные плоды был одним из них. Проникнув в сад, он сразил дракона и забрал яблоки. Гера была опечалена гибелью питомца и отправила его в виде созвездия на небо. По другой легенде, дракон сражался на стороне титанов, которые воевали против богов Олимпа. Однажды в бою Афина схватила гигантскую рептилию за хвост и забросила на небо, где она и замерзла вокруг Северного полюса. Теперь рассмотрим следующее созвездие – жираф. Оно не содержит ярких звезд, и поэтому мало заметно. Неудивительно, что астрономы древности не выделяли его. Датой рождения созвездия принято считать 1612 год, когда голландский картограф Петер Планцей выпустил свой звездный атлас-развертку с изображением жирафа на ранее пустом месте. Интересно, что созвездие поначалу символизировало верблюда, на котором, согласно библейской легенде, Ребекка прибыла в Ханаан, где ее ждал будущий муж Исаак. Однако, со временем эту версию стали забывать, и жираф стал жирафом.
Хотя созвездие не отличается наличием ярких звезд, оно все же не безинтересно. Жираф разместил на своей территории несколько примечательных объектов. Один из них – это каскад Кембла, представляющий собой довольно длинный ряд звезд. Свое название объект получил в честь монаха Люциана Кембла, который впервые его обнаружил. Первооткрыватель описывал этот звездный ряд как красивый каскад слабых звезд, падающих с севера-запада вниз. Начать поиск каскада следует с соседнего созвездия Кассиопея. Найдите звезды Шидар и Рукбы и проложите через них прямую линию в сторону Жирафа. Теперь отложите на полученной линии 2,5 расстояния между теми же звездами. Полученная точка и будет местом начала каскада Кембла. А если проследовать до конца этого ряда звезд, то обнаружим там еще один объект. Это NGC 1502, самое яркое звездное скопление в созвездии Жираф, содержащее около 45 звезд. Обратим внимание на другое созвездие, Рысь. Оно так же, как и предыдущее созвездие, было выделено относительно недавно. В звездный атлас его внес польский астроном Ян Гевелий в середине 17 века. С этим созвездием не связаны какие-либо мифы или легенды, но откуда тогда взялось это название? Сам Гевелий говорил, что нужно обладать рысьим зрением для того, чтобы различить созвездия. И действительно, в созвездии почти нет ярких звезд. Несмотря на невзрачность рыси, на его территории расположилась пара любопытных космических объектов. Один из них – шаровое звездное скопление, название которого звучит как заголовок фильма о космических приключениях. Это галактический бродяга. Такое наименование произошло из-за первоначально неверного предположения о том, что данный объект не находится на орбите вокруг нашей галактики. На сегодня известно, что галактический бродяга является одним из самых удаленных шаровых образований Млечного Пути и затрачивает 3 миллиарда лет, чтобы полностью пройти галактическую орбиту. Расстояние до Солнечной системы составляет 275 тысяч световых лет. Другой интересный объект – это спиральная галактика с обозначением NGC 2683 и удаленностью от нас на 25 миллионов световых лет. При наблюдении с Земли выглядит повернутой краем, из-за чего приобретает форму летающей тарелки. Иногда ее называют галактикой НЛО. А сейчас перейдем к еще одному космическому представителю семейства кошачьих, созвездию Малый Лев. Оно совсем небольшое и малозаметное. Так же, как и предыдущее созвездие, оно было выделено Яном Гевелием. Название Малый Лев не имеет какой-либо мифологической основы и, скорее всего, связано с близостью к созвездию Льва. На территории обитания звездного львенка разместилось несколько космических объектов. Пожалуй, самый интересный и редкий из них – так называемый объект Хани. Он был впервые обнаружен в 2007 году нидерландской учительницей Хани ван Аркел, волонтером проекта «Галактический зоопарк». Предполагается, что это могут быть остатки небольшой галактики, либо поток вещества, вырванный из оси 2497, пролетавшей мимо галактики. Отдельные его области ионизированы мощным излучением, источник которого сейчас неизвестен. Считается, что это может быть либо погасший квазар самой мертвой галактики, либо соседний квазар оси 2497. Из примечательного также есть метеорный поток, Леоминариды, наблюдаемый в конце октября, а также с декабря по январь. А наш рассказ о созвездиях Дракон, Жираф, Рысь и Малый Лев подошел к концу.